газонокосилка. Сейчас наши курочки очень сильно нуждаются в витаминах. И в этом нам поможет. Я сейчас начинаю уже давать дрожжи. Вот такие вот прессованные дрожжи. Одной пачки 100 грамм я даю на всех своих курочек. Этого будет достаточно. И все витаминизируются и получат все необходимые макро- и микроэлементы. А сейчас я покажу, как я даю своим курочкам вот такие дрожжи. Я просто беру дрожжи и вот так вот крошу. Вот так вот. Желательно, чтобы это была сухая поверхность. Не хитрите. Я всем дам. Цыпа. Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. И вот так вот я крошу. И курочки все собирают. Дрожжи я никак не развожу, ни с чем не смешиваю, не замачиваю. Вот так вот в сухом виде. И все, кому надо, все скушают. С наступлением холодов осеннего сезона курочек нужно витаминизировать. Курочек нужно витаминизировать. В дрожжах, особенно вот в таких прессованных, содержится очень много витаминов. Даже Марсу нужны такие витамины, видите? Все, вот сейчас куры все это скушают. И вот так вот одну пачку в такой вот осенне-зимний сезон я буду давать одну пачку раз в 2 недели. И точно так же я даю старым курочкам тоже такие же самые дрожжи. 100 грамм пачечку вот эту на всех моих старых кур. Стараюсь крошить не очень мелко, чтобы были такие более или менее крупненькие частички. И все курочки покушают.
Это очень важно, особенно вот в этот период, когда не хватает солнца, когда не хватает витаминов, когда не хватает зеленой травы курочки. Дрожжи помогают нам витаминизировать курочку и обогатить ее микро-макроэлементами. Именно теми, которые нам нужны для формирования яйца и для роста пера, и для здоровья, для иммунитета. Дрожжи нужны обязательно. Гортензия, которую нужно укрыть на зиму. Но прежде чем это сделать, нужно обрезать все соцветия, вот эти, все цветочки обрезать. И потом только укладывать на зимовку этот куст большой. Я уже много раз каждый год показываю, как я его укрываю. Если этот куст не укрыть, не положить на землю, цвести он не будет. Поэтому это уже проверено, я уже проверила на себе. 1 год его не укрыла, и он не цвел. Поэтому теперь я каждый год укрываю. Просто нагинаю и накладываю сверху много досок. Прижимаю к земле. Любой куст розы, винограда, гортензии, который прижат к земле, лежит на земле и сверху укрытый досками, прекрасно зимует. Земля зимой греет. Точно так же буду делать и этот куст. Обрезать все соцветия, вырезать все тонкие. И хочу в этом году кардинально его обрезать, больше обрезать, сделать его пониже кустом. Для этого у меня тачка, ну и секаторы. Приступаю к работе. Практически все я сделала, но хочу на одной ветке вам показать, как я это делаю. Вот смотрите, вот беру каждую ветку. Для того, чтобы обрезать весь этот куст, я каждую ветку беру в руки и ее рассматриваю. Вот смотрите, вот хорошо видно, что вот эта часть уже не живая, и ее я отрезаю. Вот она даже отличается по цвету. Она вот такая белая, а более коричневая — это молодой отросток. И вот это я убираю.
Вот, видите, неживое между ними. Убираю. Вот. Убираю. И остается вот такая вот ветка, на которой будут огромные шапки цветы в следующем году. Огромные шапки цветов будут на вот этой ветке. И вот такие вот тонкие тоже вырезаю. И рассматриваю каждую отдельную ветку. Иначе обрезать этот куст невозможно. И вырезаю тонкие ветки. Оставляю только вот такие вот толстые, красивые. На них и будут большие шапки цветов. Теперь куст обрезанный, уже подготовленный к зимовке, связываю в нескольких местах, чтобы удобнее было его наклонить к земле. Наклоняю и сверху кладу доски. Это тоже очень красивая гортензия. Я вам показывала, как она цвела белыми огромными шапками. Очень люблю эту гортензию за то, что ее не нужно укрывать. Ее нужно просто обрезать. И она прекрасно зимует вот в таком виде. Ничего с ней делать не надо, не укрывать, не пригинать. Просто обрезать вот эти соцветия. И вырезать все тонкие сухие ветки. И готов этот куст гортензии. Все красиво обрезала. И в следующем году будут огромные шапки цветов. Я уверена, что здесь еще что-то я пожадничала. Можно было еще что-то срезать. Ну, вот такую вот тачку нарезала отходов. Все. В этом году решила принизить этот куст немного, потому что очень он вверх ушел, очень стал большой, поэтому я его в этом году вот так вот сильно обрезала.